Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Я достала вот такую бумагу из своего архива. Это АО «Бум» изделие МПО «Восход». Московское предприятие производило более 200 видов бумажно-беловых товаров, предназначенных школьникам, студентам, бизнесменам, руководителям предприятий и организаций всех направлений деятельности. Сейчас же Бум изделия не производят, к сожалению, акварельной бумаги. Хотя после слияния в 2007 году Серпуховской бумажной фабрики и ЗАО «Бум изделия» в новое производственное объединение «Восход» была попытка производства акварельной бумаги в 2012 году. Этой же бумаге уже более 25 лет, и она пожелтела от времени, но не стала хуже. Эту бумагу можно сейчас встретить только на блошиных рынках. К сожалению, состав бумаги не написан на упаковке, но мне кажется, хлопок здесь присутствует. Бумага податлива и сохраняет тон акварели. Также хороша бумага в заливках, но после смачивания ее, конечно, хорошо было бы натянуть на планшет. При высыхании она чуть коробится по краям, а при намокании, видите, образуется складка, но ее можно разгладить. Здесь у меня не кисть флейц. Флейц я забыла в этот раз и смачивала бумагу при помощи другой кисти белка. В фильме звучит авторская музыка моей семьи. Фоновое звучание – это звуки природы, записанные мною в саду.
Здесь я решила доработать фигуры. Мне не очень нравится, как получилась фигура мужчины в профиле. И я чуть добавляю деталей после полного высыхания акварели. Если вы помните эту бумагу для акварели, напишите в своих комментариях, писали ли вы на ней, помните ли вы такую обложку папки для акварели. Я всем желаю вдохновения на создание своих романтических пейзажей. До встречи, друзья! Ставьте лайк, вам это не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, здесь будет еще очень много интересного.